Я дам вам 10 самых дешевых криптовалют, которые вы можете прямо сейчас положить в свое криптопортфолио. Потенциально они могут принести огромную прибыль. А еще я расскажу про бонусную криптовалюту в конце этого ролика. Вы точно не захотите это пропустить, так что посмотрите видео до конца. Вы на канале Crypto.ru, канале крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает про 10 самых дешевых криптопроектов, которые вы должны купить. Не переключайтесь. Перед тем, как мы продолжим, лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Привет. Это Пол. Видео, которое вы смотрите, никем не проспонсировано, так что спонсором буду я сам. Если вы хотите поработать со мной индивидуально или ознакомиться с моими курсами, то ссылки на них находятся в описании к видео. Там же размещено несколько ценных бесплатных вебинаров специально для вас. Ставьте лайки и возвращаемся к видео, которое вы смотрите. Привет! С возвращением! Меня зовут Пол. Сегодня я даю вам 10 самых дешевых криптовалют, которые вы можете прямо сейчас приобрести для своего криптопортфолио. Потенциально они могут принести вам огромную прибыль по вашему запросу. Перейдем к делу. Вы все слышали о RNDR. И нет, первая криптовалюта в моем списке это не RNDR. Но вы все слышали о ней. Вы знаете, что она делает, что она работает хорошо и приносит огромную прибыль. Если вы не знаете, что такое рендеринг, то он использует графический процессор, дополнительную мощность графического процессора для отображения приложений, графики и так далее. Я этому очень рад. Но вы, наверное, не знаете, что некоторое время назад существовала криптовалюта, о которой люди не говорят. Она как бы исчезла из поля зрения. Криптовалюта, о которой я говорю, Голем. Прямо сейчас она стоит 17 центов. Если мы посмотрим на цену Голем, то обнаружим скачки в 2018 и 2019 годах. Такие же скачки видны и в 2021 году. Да, они не такие большие, но вы заметите, что поддержка Голем выше, чем раньше. Если принять этот график во внимание, а также посмотреть на успехи RNDR, то можно заключить, что Голем может также выстрелить во время предстоящего бычьего рынка или подняться еще выше. С учетом сказанного, если бы я инвестировал в Голем сейчас, я бы фиксировал прибыль в диапазоне от 56 до 75 центов, а затем оставил бы немного на случай прорыва к отметке $1 7 центов. А если Голем прорвет голубое небо, то может принести действительно огромную прибыль. Голем пытается создать децентрализованную вычислительную сеть для распределения вычислительной мощности между теми, кто в ней нуждается, по первому требованию. По сути, это означает, что вы можете предоставить им дополнительную мощность своего компьютера, которая вам не нужна. Это очень зеленый и актуальный подход. Поэтому RNDR так хорошо себя чувствует. Он относится к тому же сектору, если хотите. Если RNDR в порядке, то почему Голем не должен быть в порядке? Правда, что Голем вырос на 1000%. Больше, чем на 1000%. Но для криптовалют это ничего не значит. Я думаю, что он может вырасти намного больше. Следующая монета стоит всего 18 центов. Не волнуйтесь, скоро мы опустимся ниже этой цены. Но следующая криптовалюта одна из моих любимых. SingularityNet. И это монета с ИИ. Если вы посмотрите на старую диаграмму SingularityNet, то увидите два пампа. Вот здесь, во время тренда на ИИ в 2021 году. Еще один памп произошел в 2023 году. Цена снова опустилась и находится в зоне поддержки. Я действительно предвижу подъем до исторического максимума вот здесь, что должно принести нам потрясающую прибыль. Не могу вам дать прогноз цены, нужно подождать и посмотреть. Но мы можем, по крайней мере, подняться, зафиксировать прибыль и сохранить немного на случай еще большей прибыли. Я вам скажу так, если ИИ начнет развиваться, а это неизбежно произойдет, то мы получим криптовалюты, формирующие тренд. А ИИ также будет расти. Раз уж говорим об ИИ, следующая монета Fetch AI. Она стоит 23 цента. Если мы взглянем на Fetch AI, то увидим, что ее цена снизилась на 42% по сравнению с историческим максимумом. Она составляет 23 цента или около того. Но она держится очень хорошо, и мы собираемся протестировать ее. На мой взгляд, она может вырасти до 48 или 50 центов. А если преодолеем этот барьер, то она сумеет подняться до 80 или 90 центов. А если преодолеем и эту отметку, то увидим прорыв
прорыв в голубое небо. Вы, возможно, заметили, что я упоминаю прорыв в голубое небо в этом видео. Почему? Потому что прорыв в голубое небо — это неизведанная территория, там нет сопротивления. Это стадия открытия цены, и она может продолжать расти, пока сама не остановится. И если это произойдет на бычьем рынке, а судя по всему именно там это и произойдет, вы можете получить огромнейшую прибыль с этой криптовалюты. Следующая монета — Tenet. Я снял видео об этой криптовалюте и не хочу здесь подробно рассказывать. Но если посмотрим на график цены вот здесь, то увидим, что с момента создания она выросла на 1500% и удерживается вот в этом ценовом диапазоне. Если мы преодолеем ценовой диапазон здесь, а затем преодолеем отметку в 25 или 26 центов, или типа того, то угадайте, что произойдет. Прорыв в голубое небо. Повторяю, это неизведанная территория. И, судя по всему, монета собирается совершить прорыв. Давайте посмотрим, случится ли это. Я понимаю, о чем вы думаете. Пол, это все здорово. Но нам нужны более дешевые криптовалюты. Я покажу вам одну прямо сейчас, а потом продолжим. И это криптовалюта Radix. Цена Radix упала примерно на 70% относительно исторического максимума. Как вы видите, он неплохо поднялся в 2022 году, вплоть до примерно 62 центов. Сейчас же цена составляет малую долю этой суммы. Если мы преодолеем вот эти пики, вот это сопротивление на 13 центах, то я полагаю, что сможем вырасти и бросить вызов историческому максимуму. Так что Radix или Radix — это еще одна отличная дешевая криптовалюта для вашего портфолио. Кстати, если вам интересно, почему я не углубляюсь в подробности и детали этих криптовалют, то это всего лишь список. Однако я сделаю отдельные ролики, в которых расскажу о каждой криптовалюте с большим количеством фактов и более глубоким фундаментальным анализом. Далее у нас XDC. XDC прямо сейчас находится на отметке 5 центов. Вы видите, что исторический максимум 18. И если вы посмотрите на график, то увидите вот эту обратную голову и плечи. Отличный памп вот здесь, а вот тут монета удерживает свою цену. Она может упасть до вот этого уровня, прежде чем найдет поддержку. Но я считаю, что она пойдет вверх и преодолеет вот этот максимум, а затем бросит вызов и повторно достигнет исторического максимума в ходе бычьего забега. Далее у нас The Graph. Я довольно много говорил об этой монете на канале. Сейчас цена составляет 8 центов. The Graph находится на дне, но я верю, что он бросит вызов в зоне сопротивления на отметке 21 цент. Если он пробьется, то это значит, что у него есть потенциал для роста. А если у него есть потенциал расти до исторического максимума, то речь может идти об огромной прибыли. Чтобы внести ясность, я бы зафиксировал прибыль вот здесь, на отметке в 53 цента. Оставил бы небольшую сумму на случай прорыва и подъема до 1,2 доллара или больше. The Graph тоже использует ИИ, но немного по-другому, потому что это не совсем ИИ. Вы используете The Graph, чтобы создать ИИ в криптовалюте, если так более понятно. Следующая монета — Kaspa. Я уже говорил о Kaspa раньше, много людей говорили о Kaspa. Если вы посмотрите на цену действия вот здесь, то она феноменальная. Прямо здесь монета бросила вызов историческому максимуму. Это двойная вершина, и будьте осторожны. Цена сейчас падает. Я думаю, что она достигнет уровня 4 центов. Может, немного ниже. А затем вновь протестирует пики. И если она прорвется, снова достигнет этих максимумов, то что же у нас будет? Прорыв в голубое небо. Это неизведанная территория. Нет ограничений. Да, Kaspa выросла за короткий промежуток времени, но я верю, что монета способна на большее и еще удивит многих людей. Позвольте перефразировать. Стоит рискнуть и посмотреть, увидит ли она многих людей. Далее у нас Games for a Living, или GFAL. Она стоит 2 цента. И посмотрите на это движение цены. Вы видите вот эти пики. И видите, как монета несколько раз тестирует зону сопротивления, а затем пробивает ее. Это заставляет меня верить, что теперь она доберется вот сюда за поддержкой, удержится в этой области, а затем поднимется, еще раз протестирует эту цену, может, пробьет ее. А что же будет потом? Верно, прорыв в голубое небо. Итак, вы начинаете понимать, почему я включил большинство криптовалют в этот список. У них есть потенциал для прорыва в голубое небо, а это значит, что у них есть потенциал для получения огромной прибыли, если прорыв произойдет. Как только бычий рынок начнется, вы увидите, что некоторые проекты это делают, и поймете, что я имею в виду. Как я уже сказал, GFAL связано с играми.
Я думаю, что это будет важным нарративом на грядущем рынке. Я считаю, что игровые криптовалюты преуспевают, и это подводит нас к бонусу сегодняшнего рынка. И это Мирия. Токен Мирия. Она тоже связана с играми. Ее цена на самом деле снизилась на 80 центов по сравнению с историческим максимумом. Но я думаю, что люди ищут альтернативу Гала. На мой взгляд, Мирия, так же как и GFAL, будет одним из токенов, которые они будут накачивать. И видите вот эти маленькие росты. Здесь и здесь. Часто бывает так, что после того, как цена упадет, инфлюенсеры или люди, которые знают что-то, чего не знаем мы, тайно покупают ее, чтобы поднять цену. Если цена пробьет этот уровень, то, возможно, прорыва в голубое небо не произойдет. Но никакого сопротивления на пути вверх нет, поэтому монета может очень хорошо себя показать и принести вам огромную прибыль. Если вы хотите узнать мой список 10 лучших криптовалют, которые должны быть в вашем портфолио в этом году, в 2023 году, то обязательно посмотрите вот это видео, не пропустите его. Или, а может после того, как посмотрите то видео, вы можете посмотреть вот этот ролик здесь. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем видео. Друзья, вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Напишите в комментариях, что думаете про упомянутые проекты. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.